Бермудский треугольник давно известен как зона повышенной загадочности, поражающая воображение и вызывающая страх. Этот участок Атлантического океана, простирающийся между Флоридой, Бермудами и Пуэрто-Рико, стал ареной для множества таинственных исчезновений кораблей и самолетов. Однако последнее открытие привнесло новый уровень интриги в этот загадочный регион. На днях группа океанологов, исследовавших дно океана в надежде разгадать тайны этого треугольника, наткнулась на нечто совершенно неожиданное. Они обнаружили объект, сокрытый в глубинах, который, казалось, бросает вызов известным науке понятиям о происхождении и природе древних сооружений. Свидетелями этого открытия стали не просто исследователи, а настоящие первооткрыватели, ведь их находка оказалась уникальной. Объект, похожий на монолитную структуру, скрывался на глубине более 2 миль. Его размеры и форма насторожили ученых, заставив задуматься о его странной ориентации и невероятной древности. Первичные исследования показали, что он не соответствует ни одному из известных геологических формирований и не похож ни на одно из известных археологических открытий. Из чего бы он ни состоял, его поверхность была искусственным образом отполирована, словно сила поколений трудилась над его созданием. Привлекая внимание самых смелых умов нашего времени, объект стал поводом для серьезных обсуждений в научных кругах. Что может скрывать этот монументальный артефакт, объятый давно забытыми тайнами? Какая цивилизация могла создать его и зачем был выбран именно этот участок океана? Бермудский треугольник с его необъяснимыми явлениями вновь подкинул миру задачку, для решения которой потребуется не только мужество исследователей, но и вся мощь современных технологий. Первый контакт, как ученые наткнулись на нечто невероятное. Сразу после обнаружения загадочного объекта на морском дне команда ученых поняла, что столкнулась с чем-то по-настоящему уникальным. Первые данные, полученные с помощью высокотехнологичного оборудования, показали на экране обширную структуру, размеры которой просто поражали воображение. Визуальные данные, полученные с помощью подводных дронов, подтвердили, что объект обладает совершенно необычной формой, не характерной для природных образований. Это монументальное сооружение было погружено в морскую пучину многие тысячелетия назад, но его поверхность оставалась удивительно гладкой и блестящей, отражая слабые лучи подводного света. Отправив команду аквалангистов для более детального исследования, ученые быстро собрали первую партию образцов с поверхности таинственного объекта. Их удивление возросло, когда анализ показал присутствие неизвестных науке материалов, которые не могли бы образоваться естественным путем. Интересное открытие — структура и состав металла, невероятно устойчивого к коррозии. Океанологи точно знали, что столкнулись с чем-то, что резко выходит за рамки привычных научных концепций. Возвращаясь на исследовательское судно, ученые не могли оставить без внимания странные электромагнитные импульсы, исходящие от объекта. Они усиливались по мере приближения к артефакту, вызывая сбои в оборудовании. Это стало еще одной головоломкой для команды, стоящей перед необъяснимыми явлениями. Но ни одно препятствие не могло удержать исследователей от стремления разгадать эту тайну. Было решено инициировать долгосрочное исследование, чтобы собрать все возможные данные о загадочном артефакте, который посреди океанских глубин продолжал хранить свои секреты. Следующие шаги потребовали привлечения самых продвинутых аналитических методов и технологий. Но что еще могло скрываться вокруг этой загадочной находки? Неожиданное обнаружение стало началом целой серии дальнейших открытий, которые могли бы пролить свет на тайны и загадки, связанные с объектом на дне Бермудского треугольника. Загадочная структура. Секреты странного объекта на дне океана. Тщательно изучая структуру объекта, ученые обнаружили удивительные детали, которые еще больше усилили их недоумение. Внутри массивного сооружения были обнаружены сложные системы туннелей и камер, некоторые из которых были украшены необычными геометрическими узорами. Их происхождение оставалось загадкой. Эти узоры, напоминающие древние символы, были явно искусственного происхождения, но их назначение пока оставалось неизвестным. Интерьер объекта также содержал нечто, что можно было бы назвать подходящим только для высокоразвитой цивилизации. Узкие коридоры изобиловали следами какого-то рода энергетических источников, которые, казалось, работали как древние системы освещения. Исследователям приходилось использовать самые современные технологии, чтобы обследовать эти внутренние области, так как многие из них были настолько узкими и запутанными, что стандартные методы не подходили. Самой невероятной находкой стало обнаружение в одном из залов небольших сферических объектов, которые, казалось, парили в воздухе, не подчиняясь законам гравитации. Это вызвало у исследователей шквал вопросов и удивления, ведь такие свойства наука могла объяснить лишь в теории. Попытки взять образцы этих сфер оказались безуспешными. Они либо исчезали при приближении, либо отталкивали инструменты с необычайной силой. Обнаружив такие удивительные элементы внутри объекта, команда решила применить новейшие методы нейтронной радиографии для более детального изучения структуры. Это позволило обнаружить еще более сложные внутренние механизмы, напоминающие неизвестные машины или устройства.
Но на этом открытия не закончились, ведь разгадывая одну загадку, исследователи вскоре сталкивались с новой, которая делала этот проект невероятно захватывающим. Что еще могло ждать их впереди, скрываясь в таинственных глубинах? Время и пространство — аномальные явления вокруг находки. Обнаружение объекта на дне Бермудского треугольника привело к ряду аномальных явлений, которые поставили в тупик даже самых опытных ученых. Первые странности начали проявляться, когда окружающие часы перестали показывать правильное время, словно невидимая сила заставила их спешить или отставать без всякой логики. Это нарушение хода времени выглядело как загадочная шутка самой природы и стало первым серьезным сигналом того, что объект обладает уникальными свойствами. Однако временные аномалии были лишь началом. Вскоре исследователи заметили изменения в пространственной ориентации. Обычное оборудование вроде компасов и гироскопов стало работать со сбоями, показывая на экранах непостижимые для понимания значения. Окружающее пространство казалось искаженным, словно само бытие вблизи объекта нарушалось. Эти явления не только затрудняли работу команды, но и пробуждали в ученых чувство тревоги, ведь разгадка сущности объекта могла изменить привычные представления о пространстве и времени. Параллельно с этим исследователи начали замечать необычные изменения в окружающем магнетизме. Невидимые магнитные поля, исходящие от объекта, оказывали воздействие на окружающую флору и фауну. Растения и морские организмы начали проявлять необычное поведение, как будто они были привлечены или же наоборот, отпугнуты невидимой силой. Несмотря на эти аномалии, исследователи не сдавались. Они начали фиксировать каждое изменение, стараясь выявить закономерности в проявлениях. Было решено использовать более точные инструменты для захвата всех аспектов данных, в надежде раскрыть тайну этих нарушений времени и пространства. Ученые понимали, что каждый шаг может привести их к новым, еще более удивительным открытиям, которые могли стать ключом к разгадке одной из самых сложных и интригующих тайн. Следы прошлого — неизвестные артефакты вокруг объекта. По мере того, как ученые углублялись в исследование загадочного объекта, они начали находить вокруг него артефакты, которые не поддавались простому объяснению. Странные предметы, оставленные на морском дне, выглядели как обломки из другого времени и места. Один из первых найденных артефактов представлял собой массивный диск из неизвестного металла, украшенный замысловатыми узорами, напоминающими рунические символы. Эти узоры были настолько сложны, что казалось, они были выгравированы с использованием технологии на много веков, опередившей свое время. Кроме диска, команда обнаружила множество мелких предметов, которые могли быть инструментами или украшениями. Эти находки отличались удивительной сохранностью, что казалось невероятным для артефактов, пролежавших на дне океана тысячи лет. Среди них были сферы, которые, по мнению специалистов, могли служить источниками энергии или средствами передачи информации в давно забытых цивилизациях. Ученые также наткнулись на фрагменты, которые при поверхностном осмотре можно было принять за обломки скульптур. Но на самом деле они оказались частью какого-то сложного механизма, неизвестного в современной науке, который невозможно было идентифицировать. Эти элементы, покрытые слоем густого коралла и морских отложений, требовали особого обращения и анализа. Вскоре исследователи обнаружили, что каждый найденный артефакт излучал слабый, но стабильный электромагнитный сигнал, который, вероятно, был связан с основным объектом. В попытках расшифровать значение этих находок эксперты обратились к специалистам в области древних цивилизаций и инженерам, чтобы попробовать воссоздать их функции и предназначение. Это породило гипотезы о существовании неизвестной цивилизации, обладавшей технологиями, превосходящими все известные достижения нашей истории. И хотя ученым предстоит еще много работы, эти артефакты, окружавшие объект на дне Бермудского треугольника, стали ключами к разгадке невероятных тайн, до сих пор скрытых от человечества. Технологии неизвестного происхождения. Доказательства или спекуляции? Обнаружение загадочного объекта на дне Бермудского треугольника породило новый виток споров и обсуждений среди ученых по поводу происхождения технологий, связанных с этой находкой. Вскоре после выявления аномальных свойств объекта возникли гипотезы о его внеземном происхождении. Некоторые исследователи даже предположили, что эти технологии могли быть продуктом высокоразвитой цивилизации, существовавшей задолго до появления человечества. Первые массивные системы, замеченные на объекте, напоминали энергетические установки, которые могли бы работать в течение многих тысячелетий. Команда ученых заказала специализированные экспертизы, чтобы понять, какие материалы использованы в конструкции. Результаты показали присутствие редких металлов, которые не встречаются на Земле в таких концентрациях. Это открытие заставило многих задуматься о возможном наличии уникальной технологии обработки, которая пока что не поддается современному пониманию. Все это дало повод некоторым экспертам высказать предположение о наличии связи с инопланетными артефактами, что, естественно, вызвало бурную реакцию в научных кругах. С другой стороны, скептики утверждают,
утверждали, что многие из предполагаемых технологий могли быть результатом неизвестных геологических процессов или следствием взаимодействия подводных течений с объектом. Это предположение не уменьшается, если учитывать, что науке известно далеко не все о процессах, происходящих на больших глубинах. Чтобы развеять сомнения, команда инициировала серию экспериментов, пытаясь воспроизвести искусственные электромагнитные поля, излучаемые объектом. Еще один аспект, привлекший внимание, это предположительное взаимодействие объектов с окружающей средой. Исследователи отметили, что электромагнитные поля оказывали влияние на морских животных, что было зафиксировано как нечто странное и уникальное. Это наблюдение заставило задуматься о возможных экологических последствиях нахождения подобного объекта на дне океана. Вопрос о происхождении технологии остается открытым, и хотя спекуляции не утихают, официальная наука продолжает искать доказательства, чтобы разобраться в этой загадке. Голоса из глубины. Загадочные сигналы, идущие от объекта. Но самым интригующим открытием стало обнаружение загадочных сигналов, идущих от объекта. Эти сигналы были зафиксированы сразу несколькими исследовательскими станциями, расположенными в разных точках Бермудского треугольника. Они представляли собой чередующиеся импульсы, которые не соответствовали никаким известным источникам. Анализ спектра показал, что это не просто помехи или обычные подводные шумы. Более того, частота и интенсивность сигналов менялись, как будто они следовали за определенным, но пока не разгаданным паттерном. Исследователи начали собирать данные, надеясь расшифровать, возможно, спрятанное в сигналах сообщение. При этом звуковые волны не поддавались простой интерпретации. Они содержали сложные амплитудные модуляции, которые могли представлять собой код или язык, принадлежащий неизвестной цивилизации. Эта гипотеза подогрела интерес к объекту и стала причиной новых дискуссий в научных кругах. Совместно с ведущими криптографами и лингвистами команда исследователей попыталась распознать возможные закономерности в сигналах. На основе собранных данных ученые предположили, что эти импульсы могли содержать информацию о конструкции объекта, его предназначении или даже о событиях, связанных с его историей. Но пока никто не сумел получить ясное понимание или расшифровать скрытые в сигналах послания. Неожиданно сигналы начали взаимодействовать с окружающими приборами, влияя на радиосвязь и даже вызывая сбои в работе электроники на борту исследовательского судна. Эти явления вызвали у команды как тревогу, так и еще большее любопытство. Интересно, что сигналы оказывали такое воздействие только в пределах конкретной зоны, что указывало на продуцирование конкретного излучения. Исследователи продолжили эксперименты, включая записи сигналов на различных частотах, надеясь вскрыть спрятанные тайны и понять, какую роль эти загадочные импульсы играют в общей картине этой великой тайны. Бермудский треугольник – карта аномалий или ловушка для теорий. Бермудский треугольник всегда привлекал внимание исследователей и любителей тайн, и новое открытие только подогрело интерес. Недавние находки позволяют нам взглянуть на этот регион под другим углом, как на место, которое может быть картой аномалий, оживляющих самые смелые теории. Этот участок океана давно имеет репутацию ловушки для судов и самолетов, но загадочный объект, обнаруженный на его дне, добавляет новый элемент в это уравнение. Для ученых появились новые вопросы. Может ли этот странный артефакт быть причиной всех тех исчезновений, которые документировались здесь на протяжении столетий? Необычные энергетические импульсы, исходящие от объекта, очень напоминают магнитные аномалии, которые могли бы объяснить сбои в навигационном оборудовании исчезнувших кораблей и самолетов. Эти данные заставили аналитиков пересмотреть старые записи и задаться вопросом, как подобный объект мог оставаться незамеченным так долго. Неужели он пришел в движение только недавно, или же его странные свойства были активированы внешними факторами? Архивы местных сообществ и рассказов моряков полны описаний странных событий, происходивших в этом регионе. Они затрагивают все, от загадочных огней на горизонте до внезапных штормов и сильных волн. Все это может быть связано с деятельностью объекта, находящегося глубоко под водой. Исследователи сейчас обновляют карту этих явлений, пытаясь сочетать их с новыми находками. Самым интригующим аспектом остается вопрос о том, как долго объект находится в Бермудском треугольнике и как он сюда попал. Некоторые ученые утверждают, что подобные структуры могли быть оставлены древними цивилизациями как маяки для навигации, но когда и зачем они были установлены, остается загадкой. Эта неопределенность только подогревает интерес, заставляя ученых и любителей мистики возвращаться к исследованию этого региона снова и снова, надеясь на новые открытия, которые еще больше запутают или, наоборот, раскроют его тайны. На грани понимания научной гипотезы и споры, информация о загадочном объекте на дне Бермудского треугольника взбудоражила научное сообщество, породив целую волну гипотез и споров, в то время как одни ученые склонны полагать, что этот объект – результат деятельности древней, возможно, внеземной цивилизации, другие утверждают, что мы сталкиваемся
сталкиваемся с неизвестным природным феноменом. Их аргументы основываются на анализе материалов и структуры объекта, которые не схожи ни с чем известным на Земле. Это открытие привело к созданию множества теорий о происхождении объекта и его связи с аномальными явлениями региона. Некоторые ученые предполагают, что объект функционирует как своего рода временной капсуль, способный сохранять информацию на протяжении тысячелетий. Этот вывод основывается на наблюдении сложных механизмов и систем внутри структуры, которая, кажется, использует неизвестные технологии управления энергией. Поскольку для изучения устройства требуются инновационные методы, в проект были вовлечены ведущие мировые специалисты в области физики и инженерии. Другие, более осторожные исследователи утверждают, что объект может быть древней подводной станцией, использованной для изучения океанских течений и климата. Они уверены, что необычная форма объекта, напоминающая гигантскую антенну, может служить для передачи данных или получения сигналов. Такая станция, возможно, была создана за много тысячелетий до появления современных технологий. На фоне этих споров ученые работают над разработкой экспериментальных моделей, которые помогут понять, как именно объект влияет на окружающую среду. Команде предстоит провести серию тестов для воспроизведения обнаруженных явлений, таких как электромагнитные импульсы и изменения в пространственно-временном континууме. Эти исследования могут пролить свет на природу находки и, возможно, изменить наше понимание не только истории этого региона, но и всей человеческой цивилизации. Команду ждут новые открытия и вызовы, и несмотря на то, что споры продолжаются, все согласны с тем, что найденный объект таит в себе ключи к загадкам, которые пока не поддаются полному объяснению. Впереди еще много работы, но каждый шаг в этом уникальном исследовательском проекте приближает человечество к новым знаниям о нашем прошлом и наших возможностях. Вопросы без ответов. Что ждет человечество дальше? Исследования загадочного объекта продолжаются, а вопросы остаются без ответов, оставляя ученых в постоянном напряжении. Эксперты пытаются выявить больше информации о происхождении артефакта, ведь то, что уже найдено, лишь подстегивает их интерес. На данном этапе все еще не ясно, откуда произошел этот загадочный объект и как он оказался на дне Бермудского треугольника. Обнаруженные артефакты и сложные внутренние механизмы лишь добавляют еще больше загадок. Команда продолжает использовать самые передовые технологии. Они проводят более детальные исследования, надеясь выявить скрытые особенности объекта. Магнитные аномалии, зафиксированные возле объекта, лишь подтверждают теорию о его необычных свойствах. Ученые активно обсуждают возможность, что эти свойства могли повлиять на исчезновение в этом регионе. Кроме того, идущие от объекта сигналы продолжают вызывать оживленные споры. Разбираясь в их природе, исследователи пытаются найти способ декодирования, что может пролить свет на загадочные свойства объекта. Некоторые предполагают, что сигналы могут быть связаны с временной капсулой или стать ключом к раскрытию истории этого загадочного региона. Секреты объекта постепенно начинают раскрываться, но каждый новый факт лишь добавляет еще больше вопросов. Работы продолжаются, и исследования требуют больших ресурсов и времени, поскольку ученым еще предстоит понять все аспекты этого уникального открытия. Несмотря на все усилия и технологии, тайна объекта и его влияние на регион остаются неразгаданными. Этот таинственный объект, находясь на дне океана, продолжает ставить перед учеными новые задачи. Он открывает перед нами грани, которые мы только начинаем постигать. И пока дальнейшие шаги в изучении требуют больших усилий и инноваций, остается надежда, что однажды все эти усилия приведут к разгадке, которая изменит наше восприятие прошлого и, возможно, будущего.